будем говорить о том, что теперь делать и как не нацеплять вновь товарищей, от которых мы освободились, с которыми мы попрощались. Многие из вас, очевидно, подумают сейчас, что я скажу какую-то волшебную формулу, вы завтра сделаете, и они все разом исчезнут и никогда больше не вернутся в ваши тонкополевые системы. Поэтому, когда мне до сих пор Полина, уже спустя не первый год общения и посещения наших мероприятий, задает: Лена, а как, а что же делать? И я говорю, начинаю с фразы «раздельное питание». У нас раздается хохот в группе. Потому что первое, есть способы, вы можете обращаться к специалистам. Вот я тот специалист, который поможет их достать. Ну, достала, а дальше что? Вышел на улицу, опять ругнулся, опять что-нибудь сделал не то. Он опять на вас сидит и ждет, начинает вас кушать. Вот очень часто, мне недавно писала женщина письмо одно. Лена, срочно помогите мне, хочу защититься от целителя такого-то, значит, из Беларуси. Я пишу, а что произошло? Ну, у меня там то, сё, 5-е, 10-е. Я пишу ей, а вы уверены, что это потому, что он что-то не то сделал? Потому что я посмотрела на человека, человек светлый. Она, как вы там смеете, не разобравшись в ситуации, мне нужна помощь, он на меня напал. Я говорю, я не думаю, что он на вас напал, я не вижу. Да вы его не знаете, и началось. Я это к тому говорю, что можно обращаться к людям, но со специалистом, к людям с хорошей репутацией, для того, чтобы они помогли вас от этих демонюк избавиться. Но я рекомендую вам создать такой образ жизни, который был бы для этих демонюк невыносим. То есть они не выносят некоторых вещей. Я рассказываю, чего они не выносят. Чистого тела. Чтобы было чистое тело. Это что? Значит, первое, с чего мы начинаем, это раздельное питание. Раздельное питание. Второе. За все время, пока вы нераздельно питались, у вас скопились шлаки и яды в организме. Может быть, мы там закроем, а вот то откроем. Наоборот, потому что там проезжая часть. Спасибо. Значит, убираем шлаки и яды из организма. Шлаки, я пишу яды. Я их вот так вот зачеркну. То есть, если вы перешли на раздельное питание, ой, что же я еще не просветлел? Так вы вычистите все органы, все, что у вас есть. Печень, почки, кровь, лимфу, вытравите паразитов. Начинаем с этого. То есть, разделили питание, теперь убрали все шлаки и все, что, извините за выражение, паразиты ваш организм накакали. Потому что, вот, извините, целлюлит, это в основном, в общем-то, как это, Гриша, называется? Покультурней. Есть разные формы шлака, которые есть в организме. Есть каловые камни в кишечнике, есть ожирение, то есть это разного форма. Я про кал глистов. Кал глистов, но что такое ожирение? То есть это когда в ваш организм попадает какой-то рода яд, какие-то вредители, организм их убивает, им нужно вывести. Он не справляется, он всех не может вывести. И оставить он их там не может. И чтобы дальше не отравляться, он их обволакивает жиром и где-нибудь откладывает. То есть у женщин в своих местах, у мужчин в своих местах. То есть обычно ожирение – это кал паразитов, либо сами дохлые паразиты, оболоченные жиром, а жир их как бы защищает от распространения, как бы консервирует. Как вот соль консервирует, так и жир может консервировать. Вот. И консервированный кал паразитов, шлаки, их продукты жизнедеятельности, они откладываются. Если вы будете серьезно чем-то заниматься, например, пойдете на тяжелую атлетику, где у вас будет очень большой обмен веществ и будет потовыделение. У людей жирных у них очень плохо пахнет пот. Но пахнет плохо не от того, что у них жиры выходят. Жиры они так сами по себе так не воняют. А вот эти отходы жизнедеятельности, они очень сильно воняют. И, как правило, все люди, страдающие ожирением, пусть их неправильно не называют страдающие полнотой. Полнотой нельзя страдать, можно страдать ожирением. Это запах вот этих вот, скажем так, отрицательной микрофлоры, это кал паразитов, это сами трупы этих паразитов, именно они воняют. То есть это как разлагающаяся масса. Третье, то есть когда вы разделите свое питание, вы увидите, что это сделать непросто будет всем. И что-то в вас зашевелится и будет против этого. И вот это то, что против, вот это надо из себя выгонять. Потому что вот это, которое то, что против, это как раз и довело вас до вот этого вот, до смешанного питания. Значит, разделили питание, вычистили шлаки, яды. Если кто-то думает, что можно купить какие-то таблеточки там в Москве за страшные деньги, пропить их, у вас там отвалятся и паразиты, и всякие шлаки, яды, это абсурд. Нужно чистить кишечник, нужно промывать его, нужно
грамотным образом отроить их. И для этого не надо огромные деньги. Вот есть такая Надежда Семенова, у нее прекрасная система. Сейчас «Очистись», книга называется «Живи без паразитов». Можно дома почиститься от паразитов, и можно съездить к ней в какое-то там имение около Сочи. Тоже, пожалуйста, деньги разные. Дом можно почиститься, там, не знаю, за 1000 рублей. К ней можно съездить там, ну, за $1000, может быть. Пожалуйста, он дает вам выбор. Мы выбирали эти вещи дома, и могу сказать, что все это работает хорошо. То есть она замечательный человек, что дала эту систему. У нее есть свои трудности, но о них мы сейчас не будем. Значит, убрали шлаки яда. Печень. Вот вы чистите печень. Печень 4 доли. Первый раз она просто встряхивается. Еще 4 раза минимум надо почистить, чтобы каждая долька почистилась. Если кто-то думает, что завтра я пропью таблеточки, Лен, можно я не буду паразитов там вымывать из кишечника, я просто пропью таблеточки? Ну, пропьете вы, они там помрут, ну, запрет их там. И что? Опять вот здесь попа будет расти? Зачем вам это надо? Раздельное питание. Убираем шлаки яда из организма и спортивные нагрузки. Я пишу физическая нагрузка, да? Я пишу физическая нагрузка. Паразиты ненавидят движение. То есть как только кто-то дома думает и ленится пойти погулять, пробежаться, пойти на йогу, цигун, тайчи, я не знаю, прыгнуть с парашютом, пойти в поход, вот это то, что вас развязывает на диване, такой специальный паразит, который, пока вы развалившись на диване, у вас жрет просто, поедает вот эту энергию, которая у вас еще там осталась, эти жизненные силы. А завтра стать еще труднее, потому что он уже сожрал вчера половину, и позавчера сожрал. В конце концов, вы превращаетесь в такое диванное существо вот с такой попой. Вот, пожалуйста. Они ненавидят нагрузки. То есть вы увидите, как непросто вам будет приучить себя. И не просто, как Григорий шутит, 50 раз там в бассейне попой покрутить, а серьезные физические нагрузки, такие нормальные. Бег несколько раз в неделю, несколько раз в неделю занятия вот всем, что вы для себя выберете. А каждый день он нужен. Да, я имею для людей, которые вот только сдвинулись несколько раз в неделю. Это обязательно. 2-3 часа на воздухе каждый день, пожалуйста. И желательно эти нагрузки, чтобы тоже были на воздухе, потому что ваши тонкие тела, они тоже хотят питания, они тоже хотят дыхания. И одно из тонких тел питается только праной. То есть, если вы не закачали в себя определенное количество кубов праны, кубических метров в течение дня, оно у вас истощается. Поэтому медленно люди стареют, болеют и умирают. То есть, если делать все вот это вот подряд, что я сейчас перечислю, вы проживете долго и достаточно радостно. Следующий. Это я пишу моральные этические нормы. Их нужно было записать. Мораль, этика я напишу. В первую очередь, почему я дошла до сюда? Потому что людям, у которых в животе паразиты, нераздельное питание, и огромная штука их ест на диване, когда он вообще ничего не соображает, об этом вообще рано говорить. Но в принципе это должно стоять в первую очередь вот здесь. Потому что именно незнание вот этого и довело вас до вот этого. То есть это что? Это комплекс, о котором сейчас расскажет Григорий. Если бы вы знали этот комплекс, то вы бы вот так не жили. Вы просто не знаете вот этих вещей. Следующее – это ищите ярких, интересных людей. Если есть какая-то трудность, не надо оставаться с ней дома в одиночестве. Ищите, пробуйте, не побоюсь сказать, ошибайтесь. Постарайтесь аккуратно, чтобы не влипнуть уж по самое я не хочу. Ищите ярких, интересных людей, яркие, интересные сообщества, присоединяйтесь к ним. Я здесь пишу сообщество. Для чего? Есть такая поговорка, у нас ее переначали «и один в поле не воин», она изначально звучала не так. Она звучала «и один в поле воин», если он по-русски скроен. То есть и один в поле воин, но мы уже не те богатыри, а надо бы превратиться в таких, поэтому ищите сообщество и боритесь вот со всем этим вместе. Вот, допустим, зачем было создано разумное человечество? Ну, поправили мы с Григорием себя, свои проблемы. Ну, а дальше пришли знакомые их знакомых. И началось. Мы поняли, что нужно создать сообщество, где все соблюдают одни и те же правила, и нет ни для кого исключений ни по каким причинам. То есть у всех раздельное питание, все очищают регулярно шлаки и яды из организма, все регулярно используют физическую нагрузку, нагружают себя, все регулярно растут, убирают из себя всякую грязь и всякую гадость, которая не нужна. То есть чем хорошо сообщество? Если кого-то понесло или что-то случилось, друг всегда подскажет, ты вот там границу перешел, понесло тебя. И человек, который хочет развиваться, он скажет, да, что-то я погорячился.
Вот так и развивается. Каждый помогает внутри другому. Такие сообщества не существуют сами по себе, поэтому у нас созданы специальные правила, которые позволяют этому сообществу выживать, и не просто выживать, а процветать. То есть здесь уже подключается проект «Реконструкция», то, о чем мы с вами говорили. Проект «Реконструкция» – это мы с Григорием оказываем помощь в своем диапазоне. То есть мы чиним все, что у вас сломано, объясняем, в связи с чем сломано, почему и для чего, и что нужно делать, чтобы это больше не ломать. Разбираем трудные ситуации, которые с вами происходят в течение дня, в течение месяца, в течение года. И вы выполняете свою часть работы. И вот так вот вместе мы добегаем до финиша. То есть мы вам помогаем вот этот аспект закрыть. Я, как целительница, помогаю вот этот аспект закрыть, вот этот аспект, вот этот аспект. То есть я точечно беру и чиню то, что сломано, объясняю, что ты сделал, где не так, почему это сломалось. А вы все это делаете. И вот так мы добегаем до финиша, все вместе. И так вот все сообщество добегает до финиша. А понимаете, когда в сообществе здоровые, яркие, сильные, свободные люди, у них здоровые, яркие, сильные, свободные идеи в голове. То есть кто-то работал 8 часов, выгнал всех паразитов из организма, да, и вот стал хорошо соображать, придумает, как делать какое-то изделие, которое можно предложить другим, и взамен на это изделие он может 8 часов не работать каждый день, потому что это изделие уже стоит таких денег. Понимаете, но это не потому, что он какой-то везучий или у него таланты, а потому что он все из себя выкинул все, что ему мешало производить это изделие. И каждый из вас может делать то же самое. Но цена этому изделию вот это. Потому что в сообщество приходит много людей, у нас большая текучка. В сообществе остаются только марафонцы. Спринтеры отходят на том или ином этапе, потому что получают все самое вкусное, самое яркое, самое интересное марафонцы. Те, которые могут добежать 42 километра до финиша. Где-то падать, где-то ошибаться, где-то что-то не то делать, но продолжать бежать. Или хотя бы ползти, или хотя бы как картинка там в интернете, ежик лежит. Ляг в направлении цели, лежи в ее направлении, если не можешь даже ползти. Хотя бы вот так, но хотя бы лежи в направлении цели. Вот лежишь, уже можешь оставаться в сообществе. То есть, если вы будете двигаться в таком режиме, вот секрет, пожалуйста, то кто к вам подойдет? Кто? Кто на вас полезет, если вы регулярно нагружаете себя физически? Я рассказывала про девочку с танцами. Кто вас куда втащит, кто вас куда предложит вам делать что-то неэтичное, от чего потом пострадаете, если вы знаете вот этот аспект. Попробуйте только где-нибудь там что-нибудь вас понесет, когда вы в каком-то сообществе, у вас есть друзья, у вас есть адекватные люди, которые вас окружают, и скажут, там, Света, куда тебе опять? Ты можешь, конечно, делать все, что ты хочешь, но посмотри, что будет дальше. Когда тебе не дадут лежать на диване, все чистятся, и ты чистись. Он печень, ты сегодня почки. Через месяц ты другое что-то. Ты говоришь, я вот почистила. Все остальные тоже взяли, почистили. Потому что есть дальше этапы всего этого. Я остановлюсь пока на этом, потому что вот после этого уже начинается развитие способностей. Уже чистый человек, он говорит, Лена, вот заключаю контракт с клиентом, хочу там научиться разбираться в людях. Мы уже начинаем готовить для человека конкретную программу. Какие способности, когда глисты в попе?